Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить мильяччо – итальянский десерт, который в Неаполе принято готовить на Масленицу. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Итак, берем 600 мл молока и переливаем его в кастрюлю. Молоко желательно брать пожирнее. Сюда же добавляем 1 стручок ванили и зерна и сам стручок, или пакетик обычного ванильного сахара. Цедру одного апельсина, можно не тертую, а нарезанную крупными кусками. По желанию можно добавить еще и цедру одного лимона, точно так же натертую или нарезанную. И 50 граммов сливочного масла, желательно с максимально доступной жирностью. Кастрюлю с молоком ставим на средний огонь и иногда перемешивая доводим молоко до кипения. Как только появятся первые признаки закипания, достаем из молока стручок ванили и цедру, если вы использовали крупные кусочки. А еще снижаем нагрев под кастрюлей до минимума. Теперь берем 150 граммов манной крупы и всыпаем ее тонкой струйкой в молоко, которое при этом активно перемешиваем. А затем, ни на минуту не прекращая мешать, варим манную крупу до полной готовности. У меня на это уходит около 2-3 минут. То есть, по сути, мы варим самую обычную ароматизированную манную кашу. Готовую манную кашу снимаем с огня и, чтобы она быстрее остывала, перекладываем ее на блюдо. Слегка разравниваем, чтобы она равномерно остывала со всех сторон, а затем накрываем пищевой пленкой, чтобы сверху на ней не образовалась корочка, и оставляем остывать, если не до полного остывания, то хотя бы до 40-45 градусов. В это время берем 4 яйца, у меня категория S1, которые разбиваем в достаточно глубокую миску. В яйца добавляем щепотку соли и 150 граммов сахара, у меня тростниковый, но можно и обычный. Яйца добавляем в несколько этапов, одновременно с этим взбивая яйца в пышную, плотную и светлую пену. Не обязательно добиваться такой структуры яичной массы, как на бисквит. Здесь это не принципиально важно. Нам главное, чтобы растворился весь сахар. Теперь нам понадобится 500 граммов рикотты, которую при необходимости вполне можно заменить обычным пастообразным творогом. Небольшую часть яичной массы добавляем в рикотту и перемешиваем до однородности. Этого можно и не делать, но так легче объединить сыр с яйцами. Затем получившуюся сырно-яичную массу объединяем с оставшейся яичной массой и снова хорошо все перемешиваем до однородности. Когда вся сырно-яичная масса стала однородной, берем уже остывшую манную кашу. Третью или четвертую ее часть добавляем в сырно-яичную массу и хорошо перемешиваем. Затем добавляем следующую часть и так далее. Дальше есть два варианта. Либо продолжать активно перемешивать тесто венчиком или миксером до однородности, либо, что намного быстрее и проще, пробиваем получившуюся массу погружным блендером до полной однородности. В итоге у вас должно получиться вот такое вот гладкое, однородное и достаточно густое тесто, по консистенции похожее на очень густую сметану. Переливаем тесто в форму для выпекания. У меня форма диаметром 26 см, но лучше использовать форму диаметром 24 или даже 22 см. Тогда мильяччо получится выше, что выглядит намного аппетитнее. Борта и дно формы предварительно нужно выстелить пергаментом. Разравниваем поверхность будущего десерта. Можно даже немножко постучать формой об стол, чтобы тесто лучше распределилось. А затем отправляем форму в уже разогретую до 180-190 градусов духовку, где мильяччо будет запекаться на протяжении 50-60 минут. Если верх начнет подгорать, то прикройте его фольгой и продолжайте выпекать. В процессе выпекания мильяччо немного поднимется, но затем опадет. Это нормально. Готовый мильяччо сразу после духовки должен быть очень мягким и при нажатии пальцем как будто пружинить. Оставляем его прямо в форме до полного остывания, а затем перекладываем на блюдо и обсыпаем сверху сахарной пудрой. Подавать мильяччо можно как со свежими ягодами и фруктами, так и с шоколадным соусом или сгущенкой. Последний вариант особенно актуален для сладкоежек, поскольку сам по себе десерт получается умеренно сладким. Лично мне мильяччо по вкусу очень напоминает чизкейк или творожную запеканку, только более влажную, рыхлую и ароматную. А итальянцам этот десерт напоминает сладкую и очень кремовую поленту,
которая просто тает во рту. Но в любом случае это очень вкусный десерт, который вполне может, если не конкурировать, то равноправно соседствовать с блинами, которые мы привыкли готовить на Масленицу. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!